Значит, опять. Это граница пика. При выкручивании выкручивается одновременно с легким осколком два осевых альфа-кластера. Получается тяжелый осколок Телур-134, если просуммировать вот это все. А если это все просуммировать, получается цирконий-100. При другом варианте, значит, вот этот легкий осколок получается молибден-104, а это тяжелый осколок олово-129. Для любой вариации или для любого варианта всех выходов реальных можно составить абсолютно точную и адекватную комбинацию, что происходит и почему эти два осколка имеют такой состав химический и массовый. Долго говорить не буду. Алена затем немножко продолжит. Наконец, значит, мы вкратце рассказали о нуклидах и обусловленности структуры нуклидов, свойств атомов. Немножко вкратце скажу о субстанции. Значит, субстанция достаточно известная категория, которая известна уже тысячелетия. И, в принципе, субстанция фигурирует как необходимая категория, когда философия рассматривает такой раздел, как онтология. Без субстанции раздел онтологии вообще не изучается. Поэтому я использовал этот термин, который одновременно имеет некоторые, ну, я бы сказал, аналогии или свойства с такими понятиями, как эфир или физический вакуум, или какая-то среда, или что-то. Значит, мне кажется, что субстанция более адекватный термин, чем все другие термины, которые являются основными при формировании всех фундаментальных структур. Ну вот когда я стал рассматривать подходы к формированию моделей, то во всех было учебниках, когда я стал изучать, было написано, что квантовая механика блестяще отображает все свойства реального мира, и вообще нет никаких других правильных концепций, которые позволяли бы правильно описать мир. Мне казалось, что это неправильно, что неправильно описывает квантовая механика, и имеются некоторые моменты, которые она не описывает. Когда я стал изучать философские работы Шрёдингера, Паули, де Бройля, то есть основоположников механики, я удивился, что они глубоко сомневались и даже отрицали справедливость основных постулатов квантовой механики. Вот я привел, значит, мысль одного из апологетов квантовой механики Паули. На современном этапе, как известно, примерно с 1905 года, эфир был изгнан из физики, и в течение почти, ну, грубо говоря, 80 лет его запрещали использовать как явно ненаучный конструкт. Нету эфира, сказал великий Эйнштейн, и в России, и в СССР, и где-то за рубежом это считалось истиной. Это была догма. Однако где-то начиная с 1990 года об этом заговорили не только за рубежом, но и в России и в СССР. Я привожу тут две работы известных теоретиков. Петр Степанович Исаев из Дубны, который написал, значит, работу о некотором новом подходе к описанию эфира. Он называется пси-эфир. Есть другая фамилия, Михаил Васильевич Терентьев, очень уважаемый, авторитетный доктор-профессор, к сожалению, тот и другой ушли из жизни, из ИТЭФа. Ну и вот тут приведены, соответственно, их некоторые, значит, труды. В частности, я сошлюсь вот на эту работу, на эту книгу Исаева, и скажу, что вот в этой работе Михаила Васильевича 1974 года приводится выражение элементарного заряда через константы, которые тоже используют. Ну,
Ну вот я теперь вкратце скажу, что в принципе в моем подходе к описанию субстанция является физическим объектом. Это объект физический, который обладает качественными свойствами и физическими параметрами. Таких параметров у этого объекта вот столько. Не я их выдумал, они известны уже 100 лет, измерены с огромной степенью точности. И, соответственно, в системе C1, H(1) и ρ1 составляются и другие структуры. Кроме вот этих параметров, которые являются параметрами, в кавычках, механическими, человек, ученые, деятели придумали еще ряд модусов, производные, в кавычках, электромагнитные константы, которыми удобно выражать взаимодействие между объектами и которым приписаны электромагнитные свойства. Соответственно, эти производные константы той же самой субстанции точно выражаются через эти первичные константы. Это волновое сопротивление, элементарный заряд, элементарный магнитный поток, ну и элементарный крут тока. В системе C1, H1, ρ1 они все выражаются через π и альфа. Никаких дробных зарядов в природе нет. Нету, потому что H не может быть дробный, и R Клицинга не может быть дробный. И поэтому ни π, ни альфа дробными не являются. Кстати, вот эта вот формула была написана при описании элементарного заряда пиона в работе Терентьева, о которой я говорил. Она была написана в 1974 году еще. Известно давно это выражение. И далее. Никакой плотности заряда в природе не существует. Нету таких плотностей. Нет скалярных величин у субстанции. Нет и массы. Вот масса электрона – это есть отношение момента импульса h – это радиус длины волны Комптона, это скорость света. Либо это постоянная планка h, деленная на длину волны Комптона и на скорость света. Значит, опять, никакой массы у субстанции нет, никакой плотности массы у нее не существует. А все свойства обусловлены процессом. Этот процесс определяется константами субстанции. Если имеется момент импульса, то это вращательный процесс. Если имеется волновое сопротивление, это вращательно-волновой процесс. Итак, имея эти константы, надо просто будет взять некоторые основные методологические концепции и приложить их к описанию этих процессов. Ну вот я взял, значит, некоторые категории, которые были использованы. Первая категория – конституенты, и, наконец, категория симметрии и комбинаторика. Я о них говорил, поэтому не буду повторяться. Категория конституенты говорит о том, что, в принципе, все фундаментальные структуры состоят из идентичных конституентов. Их всего, ну, может, 4. В атомах этими конституентами являются электроны. Все они идентичны. Все. Где бы мы ни взяли электрон, в одинаковых условиях он имеет одинаковые параметры. Кроме атомов, кроме электронов, в атомах имеются еще и ядра. Все ядра состоят из протонов и нейтронов, которые тоже являются все идентичными. Никаких других протонов или других нейтронов в природе нету. Все протоны одинаковы, идентичны, все нейтроны одинаково идентичны. А свойства нуклидов определяются конфигурацией этих нуклидов в каких-то кластерах. А из чего состоят протоны, нейтроны, пионы и так далее? Опять, у них один, единственный конституент. Один. Откуда он взялся? Этот конституент взялся из простейших соотношений. Вот я взял цитату из книги Петра Степановича Савия, который написал, что имеется, исходя из анализа масс
всех фундаментальных структур имеется некоторое соотношение, что масса мезона равняется 3 дельта, масса пиона 4 дельта. Вот это все точно совпадает. Здесь имеется небольшая ошибка, тут должно быть 7, тут должно быть 14, тут должно быть 15. В принципе, то, что конституентом всех фундаменталов является вот такая волновая гармоника, имеющая энергию в состоянии покоя примерно 35 МЭФ, придумал не я. Об этом писал Сахаров в своей статье в 1968 году, почти вот с таким же вот изложением. Поэтому всего 4 конституента. Электроны, протоны, нейтроны и по мере внутренней структуры последний конституент – гармоника. Никаких других конституентов нету. Это все конституенты в состоянии покоя. Из них выделяется лишь один электрон. Электрон является достаточно своеобразной, структурой динамической. Об этом писали многие. Но вот как-то я пытался найти, а где же изучает электрон в курсе физики на физфаке. Вот тут Антон, наверное, сидит, да? Где-то вот Антон сидит, Андрей сидит, который знает меня давно, уже лет, наверное, больше 10. Я всегда задаю вопрос, где вы изучали, что такое электрон? В учебнике Капитонова о нем даже не упомянуто. Нечего сказать. Ну и, соответственно, коснусь только лишь электрона чуть в дальнейшем, а коснусь систематизации и классификации фундаменталов. Если имеется один конституент, то, соответственно, все остальные структуры – мион, пион, таон, гиперон, нейтрон, протон и другие резонансные адроны – состоят из целого числа этих конституентов, и ничего другого нет. И начинается лишь, во-первых, комбинаторика, имеется структура Шуба, Керн, это придумал не я, это придумал термины Хофстаттер, изучая структуру протона и нейтрона. Керн, Шуба, отношение числа конституентов Керна к Шубе – это R относительное, а суммарное число конституентов – это будет N. Все, если мы знаем, каково число конституентов, мы можем сказать, сколько таких фундаменталов. Ну и по поводу систематизации, еще во времена Ферми, когда было не столь много разного рода предложений от экспериментаторов, он написал, если бы я мог запомнить название этих частиц, я был бы ботаником. Было введено такое слово – зоология частиц. То есть вот есть там блохи, пауки, тараканы, мошки, вот они такие-сяки. Такая же была зоология и для конституентов. Этот термин фигурировал в течение лет 15. Зоология. Как же с ней разобраться? На конференции в 1953 году было установлено, или было принято, что все так называемые элементарные частицы должны обозначаться только греческими буквами. Если посмотрим сейчас таблицы ПДЖ, то в этих таблицах имеются все буквы греческого и латинского алфавита в беспорядке, в какой-то, не знаю, мешанине, каше, заглавные, строчные, с какими-то непонятными индексами, целая каша. На самом деле, введение вот такой структуры позволяет четко, однозначно структурировать и обеспечить классификацию и систематизацию всех конституентов. Ну и, наконец, последнее свойство – это число конституентов, а это их киральность. Поскольку эти объекты все динамические, они имеют трехмерную структуру, имеется, начиная с электрона, 3 степени свободы вращений по 3 взаимно перпендикулярных осям, и в зависимости от направления этих осей, имеется правая киральность или левая киральность. Если имеется, скажем, нейтрон и нейтральные гипероны, то у них, если шуба правая, то это имеет положительный магнитный момент, правый райтлон. Если имеется шуба левая, а керн правый, то это, магнитный момент
имеет отрицательный знак, то есть его направление, псевдовектор, не совпадает с моментом направления спина. Все, значит, другой, никакой таксонов для классификации не существует. Ну и, соответственно, значит, вводится один элемент, и, соответственно, в трех моих частях представлена классификация всех, подчеркиваю, всех фундаментальных структур адронов, которые друг от друга отличаются только количеством конституентов в шубе или керне. Вот имеется, значит, это число в пионном числении, число конституентов в керне, это число конституентов в шубе. Значит, это пионное измерение, если умножим на 4, получаем измерение нейтринное. Ну и, соответственно, эта шуба соответствует структуре электрона. Вот тут сколько объектов. Это шуба 3/4, как у миона. Это все таоны. Это шуба 1, это резонансы и так далее. Ну, а это, соответственно, линии изорелов. Все объекты по этой линии имеют одинаковое число r. Относительность, значит, отношение числа конституентов в керне, число конституентов в шубе. Если это справедливо, то это должно быть что? Это что модель? Она справедлива или нет? Очевидно, ответ на вопрос, кто даст? Эксперимент. Правильно. Ну, наверное, 100 лет меня знают. Правильный ответ. Правильный. Вот ответ. Все они есть. Все. Причем чуть-чуть отличия в силу разного рода своеобразия элементов. Все они есть и по этой линии, и по этой линии, и по этой линии. Значит, итак, все многообразие умещается в периодическое изменение структуры шубы и керна. Если у нас имеются какие-то элементы с одинаковым керном, то это изокерны, вот это изокерны, это изорелы, а если имеется, это изоквоты, одинаковая шуба. Если имеется одинаковый керн, вот этот, ну, например, возьмем какой вот у нас, ну вот 0,6. Этот, они имеют одинаковый керн. Значит, итак, все фундаменталы, которые были представлены в модели, нашли абсолютно точное свое место в измеренных экспериментальных и зафиксированных в ПДЖ массах этих фундаменталов. С другой стороны, если некоторые где-то измеренные какие-то фундаменталы, которые не вписываются вот в эту систематизацию, нету. Все вот эти предусмотренные есть, и других нету. Значит, здесь указано начальное значение с небольшой массой, порядка там 24-26 ГФ. Тут у нас имеется, вот, значит, 20 лет назад была такая табличка мной составлена для керна уже достаточно большого и, соответственно, достаточно большой шубы. Значит, для субстанций любимые числа относительные являются шестерка. Тройка, 3 умножить на 2. Значит, у протона и нейтрона отношение числа конституентов шубы керну равняется 6. 6. Вот она любит шестерку, 6, 12, 36 и так далее. Вот такая была у нас табличка, и, соответственно, вот эти были все измерены, получены экспериментально, а в этой области между, значит, GPC и PSI, вот в этой области был экспериментально идентифицирован лишь вот этот элемент. 5279. И так, гипотетически говорилось о том, что возможно, что имеются и какие-то другие элементы, которые могут быть вот в этой области, которая была не исследована. Это примерно от 5000 до 9000. Вот такая пустыня, которая была не исследована.
Значит, на основании вот этой модели я получил вот такие соотношения, исходя из, что имеется 35 КФ, что такие структуры возможные, которые вот тут указаны вот здесь вот, должны иметь энергию в районе 5, 6, ну и что-то 6, немножко больше 6. Вот эти все структуры, которые имеют керн, который является магическим, в кавычках, 36-48, где-то вот здесь вот. Это было написано на странице 494, вот текст имеется. Что имеется потенциальные возможности, я указал, что вот в этой области должны быть какие-то структуры. Наврал я или нет? 20 лет тому назад. А какая энергетика у них должна быть? Энергия от 5 до 7 ГЭФ. Это все ГЭФ. Вот ГЭФ. От 5 до 7 ГЭФ. Вот эти были измерены все. Это были измерены. А вот это пустыня, это предсказание. За 20 лет провели эксперимент. И что? И вот это предсказание, все они были обнаружены. Вот они все. Ну а теперь небольшой экскурс в личную жизнь, как я дошел до такой ручки. Начинается, конечно, с моих родителей. Значит, слева мама, справа отец. Это сестра мамы, старшая. Значит, родился я в Иркутске. Как они оказались в Иркутске? Мама родилась в деревне Барышниково. Это выселки усадьбы Зубрилова, знаменитой князя Голицына, где Крылов воспитывал детей Голицына с двумя знаменитым. Вот это такая глухая деревня на стыке Тамбовской, Пензенской и Саратовской областей. В 30-м году деда моего арестовали, а мать сбежала со старшей сестрой в Сибирь. Отец родился в деревне Бегучи на границе Пензенской и Саратовской области. Как оказался он в Иркутске, я не знаю. Он никогда не говорил. Видимо, встретились они вместе в университете, но в итоге встречи появился я. Значит, родина у меня Иркутск. Ну и, соответственно, место рождения родителей находится почти на той же параллели, на 58-й параллели, где-то далеко в глуши, в деревне Саратовской и Пензенской областей. В Сибири, как известно, морозы, холода там много не бывает, бывает мало теплой одежды. Если одежда теплая, то никакие морозы не страшны. Тем не менее, климат заставляет закалять характер. Нечего менять на мороз, надо одеваться и, соответственно, переживать. В 1941 году меня отвезли к тетке, к сестре старшей мамы. Это был Тайшет. И я фактически первые 2 года войны жил у тетки. Там было натуральное хозяйство, у нее были 2 козы, огород. И вот там, в принципе, спасался от холода и голода. Одновременно, недалеко от Тайшета, в деревне Бирюса, жила моя одна тетка, значит, жена брата, родного брата моей мамы. Вот у нее был сын Лев, который меня приводил пешком в эту деревню. Вот в этой деревне мы с ним жили. Был сажен на 4 года, и он вел хозяйство. Ну, а тетка моя работала в интернате для детей репрессированных иностранцев. Такая у нее была работа. По приезде в Иркутск в 1943 году поступил в школу, где окончил, соответственно, 6 классов.
Ну, естественно, могу о жизни рассказывать долго, подробно, но это только, может быть, такие лишние воспоминания. В 1949 году я переехал вместе с матерью в город Вольск. Туда перевели отчима. И, соответственно, я учился вот в этой школе. Одновременно это был мой дом. Мама была завучем школы, и вот в этом цокольном помещении, вот окна, это была квартира бывшего директора гимназии, это была гимназия еще зарубежная, назывался дворец, школьный дворец в городе, шикарное здание. И вот я тут жил. За стенкой была библиотека, куда меня пускала библиотекарша, которая знала меня и позволяла рыться в книгах, давала даже те, которые были в то время запрещены. Ну, например, Юго или какие-то другие книги. В этой школе я окончил 10 классов и, соответственно, уехал поступать в академию имени Жуковского. Почему в академию? Потому что отец и мать работали в Иркутском техническом училище. Лично у меня вся жизнь в Иркутске была в гарнизоне этого училища. Ну и в Вольске, соответственно, очень работал в Вольском авиационном училище. Для них академия либо Можайского или Жуковского были таким вот знаменем. Уехал я поступать в академию. Это вот 10 класс. Вместе со мной туда уехали и 3 моих одноклассника. А где вы там? Не похож? Нет, город не такой. Это училище вы, да, или... 10 класс. А что это не мальчики, а девочки? Отдельно? А у нас была отдельно только мужская средняя школа, мужская школа. Ну, как видите, одеты были бедно, и почти все одинаково. Беднота была признаком жизни того времени. Все так жили. Соответственно, не буду рассказывать перипетии, это целая история, как я поступал, как меня приняли. В конце концов, я поступил. Ну, это вот мои одноклассники, которые один поступил в МАИ, другой поступил в МАИ, третий поступил еще в Институт водного хозяйства. Вместе мы проучились. Ну и, соответственно, академия для меня была важной эпохой, ступенью моей жизни. И, соответственно, я поступил на электротехнический факультет. Ну и, как и в любых других объектах